Всем привет! Сегодня у меня отличное настроение. Я проснулась в 5 утра, чтобы успеть еще затемно добраться до северной части озера Комо. И отсюда я направляюсь дальше в сторону Швейцарии, путешествовать по долине Валькевена. Добро пожаловать! На станции Колико я вышла из поезда под оранжевые рассветные облака. Дальше предстоит крутить педали на велосипеде. Вообще до города Киевена, куда я направляюсь, поезда тоже ходят. Но в этом месяце линию закрыли на ремонт. Чем не повод исследовать 30-километровый веломаршрут среди гор. Через уже убранные кукурузные поля и зеленые луга долины вьется велосипедная дорожка, лишь иногда совпадая с малозагруженными второстепенными дорогами. В самом начале необходимо пересечь реку Адду. Это одна из самых крупных рек Италии. В паре километров отсюда она впадает в озеро Комо. Выглядит вполне мирно, но даже большое количество плотин и искусственных озер, построенных человеком за последние века, не могут полностью укротить ее горный нрав, и иногда случаются наводнения, хотя и не такие сильные, как раньше. Налившаяся спелая хурма привлекла мое внимание, а я привлекла внимание двух чудесных лошадок. Они с интересом поглядывали в мою сторону и явно были не прочь пообщаться. После холодной ночи иней покрывает луга, и на травинках искрятся тысячи капелек росы. Я подъехала ближе к горам, и солнце сюда еще не добралось. Зато посмотрите, как потрясающе подсвечены скалы утренним светом. Сейчас самый конец октября, и, конечно, здесь, в предгорьях Альп, достаточно прохладно, я бы сказала морозно. У меня пар изо рта идет. Но сегодня обещали температуру 25 градусов. С нетерпением жду, когда воздух наконец прогреется. В начале пути нас ждет живописное озеро Медзола, а возле него располагается долина Пан-ди-Спания. Она является природным заповедником и местом обитания множества птиц. А также здесь находят приют и отдых стаи птиц во время межсезонных миграций. То и дело меня обгоняют велосипедисты. Я же постоянно останавливаюсь любоваться пейзажами. Природоохранные мероприятия последних десятилетий дали плоды. В озере обитают 2 десятка видов рыб, такие как форель, сельдь, щука, судак, налим, угорь и другие. А с 2020 года озеро классифицируется пригодным для купания, с отличными показателями качества воды. На северной стороне оборудован песчаный пляж. Я проехала через небольшое поселение Верчея на правом берегу, и вновь показалось озеро. Теперь мне надо добраться до реки Мера, и дальнейший путь пройдет вдоль нее. Слева над рекой на высоте 655 метров возвышается башня Синьяме IX века. Подобные башни возводили в Валькевене и вдоль озера Комо таким образом, что когда с северного перевала показывались немецкие, швейцарские и прочие войска, новость об этом меньше чем за час достигала Милана. Днем сигналы по цепочке передавались дымом, а ночью огнем. В 17 веке система была демонтирована, но башня Синьяме чудом уцелела. Ну вот, полчаса назад я замерзала, а теперь не знаю, куда деть лишние вещи. Становится по-настоящему жарко. Невероятное ощущение, когда едешь по прямой ровной дорожке, а вокруг живописные горы, шумит река. Просто потрясающе. Валькевена – альпийский географический регион, пересекаемый ручьем Лиро и рекой Мера в регионе Ломбардия, к северу от озера Комо. Форму региона можно сравнить с буквой Y и выделяют 3 долины, которые сходятся в одноименном городе Киевена. Повсюду на зеленых лугах пасутся коровы. Разведение крупного рогатого скота – важный сектор местной экономики. Тем временем я почти добралась до города. Но первым делом хочу попасть в парк, расположенный на склонах горного хребта на окраине Киевенны. Этот парк находится совсем недалеко от города, и вход бесплатный. Сюда можно прийти в любое время дня.
Также сверху открывается потрясающий вид на долину. Я оставила велосипед внизу. До парка Мармита dei Giganti легко добраться, следуя старым следам мулов и тропам, которые вели к древним карьерам мыльного камня. Вся территория представляет собой впечатляющие пейзажи и увлекательные геоморфологические аспекты. Повсюду свидетельства тысячелетней человеческой деятельности. Следы деятельности наших дней – это Джигард, проект современного искусства под открытым небом, на лугах и в лесах парка. Художественный проект не является законченным произведением. Он постоянно развивается, появляются новые работы. Главный принцип творческого процесса – уважение и вдохновение природой. Таким образом, посетители могут увидеть работы и в то же время наслаждаться природными особенностями места. Большая часть материалов – это камни, ветки, стволы, которые затем вновь вернутся в жизненный цикл природы. Территория парка не маленькая. Чтобы обойти всю, понадобится 1,5-2 часа. Помимо пещер, карьеров мыльного камня и горшков гигантов, о которых я еще расскажу, в парке большое количество петроглифов различных эпох, расшифровкой которых занимаются ученые. Название Chiavenna происходит от латинского «клав», что означает «выступающая скала». Это, вероятно, относится к крутой горе, нависающей над городом. Валь-Chiavenna расположена в Альпах, примерно в центре горного хребта, и перпендикулярно ему. Таким образом, долина отделяет западные Альпы от восточных. Ее строение обусловлено действием альпийских ледников древней эпохи. Высота долины варьируется. Равнина Chiavenna находится на высоте около 300 метров над уровнем моря, а долина Сплуга заканчивается на высоте 2100 метров перевалом Сплуга. В прошлом это был важный стратегический центр в самом сердце Реции, на дороге, соединявшей Адриатическое побережье Италии через долину реки По со Швейцарией. Ледники сформировали морфологию долины, но в настоящее время занимают лишь небольшую территорию. На сегодняшний момент их сохранилось около 10, самые известные из которых Валь-Сплуга и Валь-ди-Лей. Валь-Chiavenna, как и все альпийские долины, имеет на своей территории различные горы. Самой высокой является Пиццо-Тамбо – 3270 метров. Остальные горы немного ниже, около 3000 метров. Полюбовавшись видами, продолжаю исследовать парк. Нужно еще много всего успеть. Я пробираюсь между этих огромных нависающих валунов в поисках горшков гигантов. Действие ледников сформировало склоны долины и создало такие явления, как Marmite dei Giganti – горшки гигантов. Горшки великанов или выбоины чертей – глубокие ямкообразные впадины в скалах, возникающие в результате речной эрозии в местах, которые были покрыты ледниками. Талые воды собирались в течение и образовывали водовороты в определенных местах. В водоворотах течение развивало скорость до 200 км в час с очень сильным напором. Увлекая в воронку песок и части гравия, вода буквально пробуривала углубления в скалах. Такие специфические природные объекты характерны для скандинавской части Европы, а также для Альп и предгорных зон. Этот утес относится к парку, а за ним расположены еще 2 пониже, на которых разбит ботанический сад. Но сегодня я туда не успею. В Chiavenna также находится основное ядро залежей мыльного камня. На самом деле это разновидность сланцев. И мыльный он не потому, что использовался для стирки, а скорее из-за своей расцветки. В окрестностях можно найти пещеры, уходящие на десятки метров вглубь скал. Использовался этот камень с древних времен, в основном в утилитарных целях, но известны примеры и декоративного исполнения фонтанов, арок и порталов. Основное же назначение связано с приготовлением пищи. Камень обрабатывали на специальных станках, придавая форму чаши, и в этих чашах готовили пищу. Из-за того, что камень медленно нагревается и медленно отдает тепло, пища готовится равномерно. Особенно удобно использовать такую посуду для приготовления мяса. Оно отдает лишний жир, при этом оставаясь сочным. В подобной посуде пища готовится на огне или на углях.
Особенность этого типа приготовления заключается в том, что он почти не требует приправы. Наоборот, именно продукты при приготовлении выделяют лишний жир и таким образом усиливают естественный вкус блюд и в то же время сохраняют все пищевые ценности. Помимо всех этих фактов, немаловажным является то, что посуда это не бьющаяся. Также раньше местные верили, что посуда из этого камня нейтрализует любые ядовитые вещества. У подножия ботанического сада и парка на аккуратных террасах расположено небольшое городское кладбище. Выполненное из белого мрамора и светлого камня, оно напоминает сказочный город в миниатюре. Повсюду яркие цветы в горшках и залитые солнечным светом аллеи. Здесь царит атмосфера светлой грусти и умиротворения. Возвращаюсь к Мирскому. Пора наконец увидеть город. Через ворота Святой Марии XVIII века заезжаю в историческую часть города. Для небольшого городка с населением около 7 тысяч здесь достаточно многолюдно. Киавенна популярна у туристов и заслужила оранжевый флаг туристического клуба Италии, что является признанием высокого качества туризма, уровня гостеприимства и экологии. В римский период Киавенна была важным транспортным узлом между севером и югом благодаря перевалам. Впоследствии она стала одним из самых надежных византийских оплотов против франков. За владением городом всегда шла борьба из-за его очевидной стратегической важности. В XVI веке Киавенна стала важным центром распространения протестантизма, где многие итальянские религиозные реформаторы и диссиденты обрели желанную свободу вероисповедания, в которой им было отказано в Италии из-за преследования инквизиции. После французской революции Киавенна попросила присоединиться к Цезальпийской республике, которая позже стала королевством Италия с королем Наполеоном I. После падения Наполеона Венский конгресс в 1815 году вернул Ломбардию Австрийской империи, правившей там с 1700 года. Киавенна стала муниципалитетом королевства Ломбардия-Венето. В то время в каждой деревне открывались начальные школы, и обучение было объявлено обязательным и для девочек. Таким образом, лангобарды и венецианцы были первыми грамотными итальянцами, намного раньше, чем остальные жители других регионов. Уровень медицины в Ospedale-Maggiore и в других больницах был на вершине научного прогресса того времени. Киавеннаска мог затем поехать учиться в Инсбрук, Вену, Будапешт, Прагу или куда угодно в Большом Австро-Венгерском королевстве, гражданином которого он стал, и мог служить в имперской армии. Дворянин мог стать офицером, войти в администрацию, преподавать. В составе Ломбардии Киавенна присоединилась к королевству Италия в 1860 году. На Замковой площади находится палаццо Бальбьяни, резиденция герцогов Бальбьяни из Варены XV века. Она была перестроена в 1930 году после того, как превратилась в руины. Сейчас от первоначального здания остались только стены по периметру и башни. Конечно, в городе был и древний замок-крепость, расположенный на холмах над городом. Но после капитуляции Милана в 1639 году крепость снесли, как и другие фортификационные сооружения региона. Сейчас остатки фундамента можно увидеть на территории ботанического сада. Кроти – естественные полости в остатках древних оползней, зашедших в далеком прошлом от склонов долины. Внутри кроти, между валунами, постоянно дует холодный поток воздуха, который исходит из недр гор. Благодаря этим природным характеристикам кроти широко использовались и до сих пор используются для сохранения продуктов питания. Часто в них располагаются и таверны, предлагающие типичные местные продукты, такие как клёцки Киавенна, белые клёцки, полента и бризаула. Кроти являются важным гастрономическим и этнографическим символом территории. В честь них в конце сентября проводят большой традиционный праздник. На этой улице расположено большинство кроти Киавенны. Так как я ехала на велосипеде издалека и было сложно рассчитать время визита, столик заранее я не бронировала. И, как оказалось, это было ошибкой. Почти все тротарии сейчас заполнены, но отказаться от такой важной части туристического опыта, как обед из кроти, я не могла. В конце улицы я нашла столик на террасе. Не самый эффектный вид,
Но и изначально Кротти – это про простую, но вкусную и сытную местную еду. Сейчас я подкреплюсь и потом, надеюсь, найду способ попасть в одну из пещер. Итак, я приехала на обед в типичное местечко, называется Кротто, и я решила заказать комплексное меню, попробовать все типичные местные блюда. Здесь у меня различные виды мяса, выдержанные в местных гротах, и также мариновые овощи и грибы. А теперь мне принесли первое блюдо. Это пиццоккери. Я привыкла к пиццоккери из соседнего региона Вальтеллино. Они на основе гречишной муки и коричневатые. Здесь же пиццоккери белые. Очень нежно. Второе горячее блюдо. Мясное ассорти, называется пьота, картошка, ну и куда же в горах без поленты. Не знаю, как я все это одолею, но я буду очень стараться. Наемся на неделю вперед. После отличного обеда за несколько минут на автобусе я добралась до еще одного удивительного места. Всего в нескольких километрах от Кивенны находится потрясающий водопад Аквафраджа. За моей спиной располагается финальная его часть высотой 170 метров. На самом деле он гораздо больше. Само его название Фраджа переводится как «прерванный». Начиная с высоко в горах, он проходит серию горных озер и серию каскадов. И заканчивается вот здесь таким прекрасным видом. Перед водопадом нас встречает прекрасная зеленая поляна, на которой можно уютно расположиться на пикник. Но мы, конечно же, подойдем поближе. Сам Леонардо да Винчи, находясь в этих местах, отмечал красоту и мощь водопада, о чем он не забыл упомянуть в своем знаменитом Атлантическом кодексе. Прочувствовав всю мощь водопада у подножия, можно совершить увлекательную прогулку по тропинке мулов до деревни Савония. До 1960-х годов деревенька была населена круглый год. Сейчас же ее используют лишь в летний период пастухи и многочисленные туристы. Причина, по которой жители оставили эту деревню, весьма существенна. Чтобы добраться до Савонию, нужно преодолеть 2886 ступеней. Да-да, именно так, 2886 ступенек, идущих вперед в постоянном подъеме в густом каштановом лесу. Эта тропа для мулов, построенная вручную человеком, камень за камнем, шаг за шагом, является единственной дорогой, которая до сих пор соединяет деревню Савонию с Пьюро. Собственно, это и стало причиной того, что в прошлом веке жители навсегда покинули эту деревню. Издалека показалось, что здесь мост, но при ближайшем рассмотрении оказалась странная тропа под водой. Ну что ж, брод тоже подойдет. И глубина совсем небольшая. Главное идти осторожно и не поскользнуться на скользких камнях. Да, я это сделала, перешла брод. На самом деле вода не такая уж и холодная. При желании даже можно искупаться, а потом погреться на солнышке. Я подошла к самому основанию водопада, там невероятный ветер и шум. Водопад разбивается на множество брызг, я промокла просто насквозь, как будто после дождя. Водопад располагается в местечке Пьюро, но надо отметить, что сегодняшний Пьюро имеет мало общего с первоначальным поселением. Много веков назад Пьюро, как и Кьявенна, имел важный стратегический статус. Но в 1618 году с гор напротив водопада сошел оползень. Он похоронил под собой все поселение, а также 1000 жителей, населявших город на тот момент. На месте бывшего поселения провели масштабные археологические раскопки, и сейчас там располагается музей.
Я снова в Киевенне. Вдоль реки Мера в этом году открыли прогулочную тропу. С нее можно полюбоваться на одну из самых старых частей города. Эти дома были построены так близко к воде, так как фундаментом им служит скалистый берег, обнажившийся в процессе тысячелетней эрозии. Застройка велась хаотично, без общей концепции и четких правил. Дома просто пристраивались друг к другу. Чаще всего использовали речную гальку и камни различных форм и размеров. А возле моста, прямо над бушующей рекой, располагается ресторанчик, наверное, с самой романтичной террасой в городе. На центральном мосту города возвышается статуя Иоанну Непомуку с венцом из 5 звезд. Это чешский святой и великомученик. Но его статую нередко можно встретить на итальянских мостах, так как он считается защитником от наводнений, а также смерти от отопления. Из-за чего, кстати, гондольеры Венеции также выбрали его своим покровителем. Как и во многих туристических городах, когда устаешь от толпы, можно свернуть с самых центральных улиц и спокойно насладиться не менее атмосферными уголками. В небольшой старой церкви сейчас расположился магазинчик. И мимо кошек я пройти никак не могу. А на этом фасаде висит табличка ресторана под названием «Дикий человек», хотя она относится только к столикам снаружи, а внутри все еще находится обычная церковь. В Киевене несколько уютных площадей с фонтанами. Нередко дома украшены фресками, порталы первых этажей и декоративные элементы искусно выполнены из мыльного камня, напоминая об особом отношении местных жителей к камнеобработке. Не менее трепетно относится в Киевене и к вину. Хотя большая часть виноградников расположена на южных склонах соседней Вальтеллины, но и в самой Киевене есть живописные виноградные террасы, а на улочках полно инотек с большим выбором местных вин. Церковь Святой Марии существует как минимум с XIV века. Как я уже упоминала, на рубеже XVI-XVII веков в городе укрывалось много протестантов, в связи с чем в 1592 году был издан указ о передаче церкви реформаторскому культу. Правда, спустя еще 28 лет она вновь была возвращена католикам. На центральной улице на площади Плончер можно найти действовавший уже в 1538 году позорный камень. Здесь, привязанные к ошейнику, виновные в некоторых преступлениях, прописанных в местных уставах, подвергались всеобщим насмешкам и порицанию. Поговорим об одном из базовых продуктов Валкиевенны – бризауле. Бризаула – это соленая вяленая говядина. В Альпах технология консервирования мяса с помощью засолки и вяления практиковалась с глубокой древности. В Валкиевене этот способ стал особо популярным из-за климатических особенностей. Первое письменное упоминание о бризауле встречается в документах XV века, но, несомненно, этот продукт существовал намного раньше. До начала XIX века бризаулу делали в домашних условиях. Затем, когда она стала популярна у швейцарцев, ее производство существенно увеличилось. Buonasera, se vuoi firmare i colini del maialino? Vorrei prendere un po' di vostra brisaola migliore. Va bene, ma affettato o un pezzo intero? Affettato, Va bene. Vediamo la brisaola migliore per una donna carinissima. Ci vuole la brisaola numero 1, La vera chiavenasca. Che bella. Questo per te. Grazie. Buona. Va bene carissima? Sì, va bene. Ma le mucche dove si trovano? Io ho visto tantissime. Sì, Cioè, qua ci sono tante mucche, sì. E voi avete qualche vostri campi o... Sì. Ciao bellissima. Alla prossima, ti aspetto ancora. Saluti dalla Valtellina e dalla Valchiavenna. Grazie. A una ciao. siberiana bellissima.
Еще один типичный продукт Валкьявенны – козлиная скрипка. Это необычное вяленое мясо, приготовленное из ноги и плеча козла. Действительно имеет форму скрипки, где кость служит ручкой, а мышечная масса – корпусом. Даже в технике разрезания есть торжественность ритуала, который можно выполнять в дружеской обстановке. На самом деле, чтобы нарезать эту скрипку, ее кладут на плечо и обращаются с ножом почти так же, как со смычком. В этом домике расположен исторический бар под названием «Сорель». Это очень важное слово для всех жителей Chiavenны. Я спросила у барменши Сони о его значении. È un'area che c'è nel crotto, che è formata dalle grotte della montagna e passa l'area che si chiama Sorel. Brava Sonia, brava! Noi siamo i clienti del Sorel. È bello. Ma vivete qua o? Sì, a Chiavenna. Bello. Vado a vedere il crotto là. Соня разрешила мне зайти в кротто. Здесь он небольшой и используется в основном для хранения вина. Через трещины в валунах, примыкающих к кротте, дует таинственный сорель потоком воздуха с постоянной температурой около 8 градусов. Поэтому зимой здесь тепло, а летом прохладно, что делает кротто идеальной средой как для созревания вина, поскольку нет колебаний температуры, так и для созревания вяленого мяса и колбас и альпийских молочных сыров. Siete nati qua? Che bello! È troppo bella la vostra città però, non aspettavo. Cittadina. È una piccola città, paesino, ma tranquillo, onesto, si beve del vino, Ah, beh, si mangia dalla brisaola, Sì. onesto da formaggio. valutare, però, vabbè, ci sta, ci sta. Это posto preferito. Lui Il sicuramente centro qua. storico di Chiavenna è bello. Questo tavolo, ok. Al tempo prima di andare a pranzo non è quello. Перед закатом я решила еще раз прокатиться по городу. Еще раз полюбоваться замком, элегантными палаццо и старинными улочками. В вечерних золотых лучах и горы, и дома, и мостовые – все окутано теплой романтичной атмосферой. Я вернулась в бар. Веселая компания местных сеньоров уже разошлась по домам, но я последовала их совету. Вино, бризаула и сыр. Salute! Grazie. Ну что, солнце уже почти скрылось за горой. Хочу сказать, что меня невероятно впечатлила долина Валкьявенна, а также сам городок Chiavenna. Я уверена, что вернусь сюда еще не раз и покажу вам все недостающие достопримечательности. Ну а на сегодня всем пока!